Привет всем любителям пива, с вами Янка Алка. Продолжаю удалять старое видео с одним видом пива из длинных роликов, снимать короткие, либо переснимать всю линейку. В начале 2023 года Лидская пивоварня расширила линейку ретро-пива Жигулевское 80 лет, которая была в конце 2022 у меня на обзоре, и выпустила второй экземпляр линейки Жигулевское житнее, оно же ржаное. Именно поэтому они у меня на столе. На столе подлещик для антуража, но сразу скажу, что данное пиво не требует подобные закуски. Начнем со стандартного. Перед нами пиво Жигулевское 80 год. Пиво светлое пастеризованное, разлито в бутылке 12.02.2023. В составе вода подготовленная, солод светлый пивоваренный ячменный, специальные солода, хмель гранулированный, СО2, экстракт хмеля. Алкоголя 5,5, что для канонического Жигулевского очень много. Плотность начального сусла 13. Также высокая плотность. Жигулевской была от 11 плотности, всего 2,8-3,0 алкоголя, так как не умели дрожжи так хорошо перерабатывать сахар, как сейчас. Поэтому и пиво практически все было довольно сладким и солодовым. Неплохая карбонизация, среднезернистая пенная шапка. Спирта не чувствуется. Во вкусе плотная солодовая, сладость карамели. В целом неплохо сбалансирована. На послевкусие есть чуть карамельки и горчинки хмеля. Зачетная. В худшую сторону за год пиво не изменилось. Молодцы. Ну, а теперь новиночка. Если честно, я уже дегустировал позавчера во время записи шорца, и она мне показалась более каноничным, что ли. Присутствие аромата зерна в СССР использовалось, не соложонка повсеместно. Вот прям интересным его делает. Еще мне оно показалось более сладким, но проверим в сравнении. Итак, имеем пиво темное, пастеризованное Жигулевское житнее, оно же Жигулевское ржаное, разлито в 0,5 бутылке. В составе вода, подготовленная солод пивоваренный ячменный, мука ржаная, солод ржаной ферментированный, снова солод пивоваренный ячменный, без приставки светлый, хмель гранулированный, СО2 экстракт хмеля. Алкоголя 5,0, а экстрактивность начального сусла 11,6, что уже ближе к советским канонам. Кстати, в советских ГОСТах я не нашел нигде ржи в виде допустимой несоложонки. ГОСТ 46 года допускал до 15% обрушенного ячменя, ячменной муки, обезжиренной кукурузы, мягкой пшеницы, рисовой сечки. В ГОСТе 69 года допускалась только мука. Там прописаны ячменная, рисовая, кукурузная мука плюс сахар. В 79 году появляется несоложенный ячмень, крупа рисовая, кукурузная, сахарный песок и даже сахар-срез. Если что-то пропустил и рожь в ГОСТах где-то упоминается, пишите в комментариях. Здесь также пузыри в бутылке. Насыщенный прозрачный темно-янтарный цвет, не черный, среднезернистая бежевая пенная шапка. В аромате чуть хлеба, сладость, карамель. Видимо, здесь используется карамельный солод в виде специальных. Во вкусе солодовое, сухое, питкое, мягкое. Спирта не слышно вообще, как будто безалкогольный квас пьешь. Послевкусие довольно пустое, чуть сладости и карамели. В целом достойное пиво. Итак, подведу итоги. Базовому Жигулевскому 80 лет я поставил бы 7 баллов с учетом цены. Покупала ее всего за 2 рубля. А Жигулевскому ржаному 8 баллов и цена порядка 3 рублей. Маркетологи Лидской пивоварни молодцы, я жду, что они выпустят набор. Пара пива, бокал и открывашка в советском стиле. Мне кажется, это было бы топовым решением и пользовалось огромной популярностью. Буду я покупать это пиво? Возможно. Под какой-то случай. Рекомендовал бы я его другим? Обязательно. Особенно если ваш отец или дедушка любит пиво. Обязательно презентуйте им по пару бутылочек. Я уверен, что им пиво понравится. Всем пока. Спасибо, что подписываетесь на канал, комментируете и делитесь этим видео.